Яра, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Яра войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. А теперь я посчитаю от 1 до 3, и на счете 3 ты подключишься ко всей информации, которая связана с куклой Лабубу. 1, 2, 3. А теперь ответь мне на вопрос. Какой первый звук возникает в твоем сознании при слове Лабубу? Мне сразу пришла такая информация, что это как обучение эмоциям, а конкретные эмоции, агрессии. Что можно, как все ассоциации, которые возникают при э, виде этой куклы, и что есть некое искажение понятий, что такие эмоции — это весело, и вот некая кровожадность — это часть игры, часть нормы. Какой цвет в душе вспыхивает, когда ты ее видишь? Это два цвета. Почему это два? Красный и фиолетовый. Какой этот фиолетовый имеет нечто отличающееся от обычного фиолетового? М, Обычный фиолетовый нам знакомый. Такой оттенок не темный, а более в лиловый уходит. Такой светлый. О чем говорит вот эта комбинация цветов? Красный и фиолетовый. М, Говорит о том, что есть разделение. И если предположить, что каждый цвет означает определенную эмоцию, то это эмоции, которые возникают э, при контакте с куклой. Но вот сейчас, когда я произносила эти слова, пришла картина, что это как м,
чакровый столб, не знаю, как это сформулировать слова, от нижней до верхней. То есть что, как почему-то такая картина пришла. Не является ли фиолетовый цвет как маской, под которой прячется этот красный? Ну, это не то чтобы маска, это все одно целое. То есть это одна конструкция. Вот если брать чакры, Мгм. то красное это Первое. первое, да, это как бы наши такие базовые потребности животные, такие неосознанные. А фиолетовое это уже такое высшее сознание, когда всё физическое становится неважным. И состояние такого чистого сознания и, можно сказать, младенческого, с одной стороны, но с другой стороны, человека, который прошел уже большой путь и накопил свой жизненный опыт. И то есть это уже как игрушка м, для взрослых, для ну вот для младенца, который начинает свой путь и только базовые потребности закрывает, это как такой обучающий материал. А, ну вот как сосредоточенность на одной определенной эмоции, на одной определенной частоте. То есть как будто цель у этого, ну, сбор вот и концентрация, ну, негативной энергии страха, знакомство с этим. Потому что, с одной стороны, пробуждение вот этих всех эмоций, вибраций, с другой стороны, как адаптация к тем условиям, в которых мы находимся. Это как продукт тех условий и того состояния, в котором люди находятся. То есть это как адаптация к тем условиям, да? Да, Где в теле ты чувствуешь мурашки при первом взгляде на ней? что касается тела, то есть я вижу это так, что концентрация энергии и вот как что-то такое плотное находится вот верхняя часть груди и шея, то есть вот этот блок. И с одной стороны, это возникает какой-то азарт, желание и гонка заполучить вот что-то, да, и безрассудная гонка, совершенно не понимая, для чего это нужно. То есть это между четвертой и пятой чакрой, да? Да, Хочется еще об этом кому-то сообщить, да? О тех эмоциях, о тех чувствах, которые возникают. да. Но это такой интересный парадокс, когда человек гонится не за чем-то важным, таким ценным, а вот это обладание этим предметом является самой целью и важностью, и как будто это определяет
и настроение человека, и в какой-то степени статус. То есть это больше м, про детей в теле взрослого. То есть, Эта игрушка показывает статус. ну, она как будто навязывает это, вот Мгм. шепчет, да, что м, обладание мной это и как контакт со мной, дружба со мной, это и есть какая-то цель. То Мгм. есть цель, которую достигнут, ты получаешь определенный статус, определенные эмоции, и это дает какой-то определенный заряд. М, Какую пустоту вокруг себя заполняет Лабубу при встрече с ней? Пустоту в человеке. Да, в ребенке. Но это придает некую силу даже, силу, отважность и вот эту смелость и агрессию, которая, ну, как вот импульсы такие пробуждает, как ну, что-то вот такое дерзкое, Мгм. безрассудное, бесконтрольное, как будто, м, ну, допустим, деньги дают другие немного ощущения, но это схожее с Мгм. этим. То есть это некое как, м, ну вот, да, можно даже сказать, как вот под алкоголем или какими-то, да, вот такие состояния, которые меняют человека, и проявляется теневая сторона, и то, что долгое время подавлялось, не замечалось, игнорировалось, и было стыдно показывать. То есть появляется вот эта такая, как червоточинка, ну, как вот м, это можно назвать что-то такое, как озорство, но уже по-взрослому. То есть такие же взрослые шалости. А посмотри на счете 3, какие дети предпочитают вот эту игрушку. Те, которые мир встречает агрессивно, или другой тип детей, которые рождаются в положительном мире. Один, два, три. Но это дети, м, ну, какого определенного склада, они уже привыкли, ну, Подобных вибрациях, да? да, это уже как вот это желание, жажда, желание обладать чем-то лучшим. Ну, вот то, что сейчас Мгм. называется такое как бы достигаторство и гонка за вот эту вершину, за пьедестал, на пути к которому можно разбрасываться ну, людьми, дружбой, жизнью и всеми ценностями, которые человек в себе возрождает и пробуждает. То есть для таких людей это детей м,
они знают об этом и думают, что тоже такими являются, но первостепенно для а, таких детей нечто другое, то есть больше про материю и про должествование, то есть когда кто-то должен а, что-то преподносить, когда я должен обладать и быть первым. Вот эта гонка за а, ну, вот это соревнование, Соревновать, гонка, да. соревновательная, да. Какое беззвучное обещание дает им взгляд этой игрушки? Вообще ощущение, когда вот человек смотрит на эту игрушку, то он соединяется вот с чем-то таким своим запретным, что всегда было м, запрещено и стыдно показывать, что всегда осуждалось и даже наказывалось, да, в каких-то моментах. То есть вот этот контакт, такой тандем, вот человек смотрит, а игрушка ему как будто посылает сигнал. И я с тобой, мы с тобой единое целое, мы с тобой таких делов наворотим. То есть вот такое что-то пробуждается огонь. И с одной стороны, если человек умеет, да, вот как взрослый, когда вырастает, он уже обучается и умеет контролировать вот эту свою теневую сторону. Он ее не отрицает, он ее замечает, и он умеет выбирать, осознанно выбирать. И вот с одной стороны, эта игрушка может давать вот такой, ну, как движок, как вот, ну, вот прям я вижу, знаешь, и ощущение такого подъема, очень сильного подъема, как будто очень много энергии. Вот сейчас пойду, как бы, да, буду творить. И если эту энергию направлять в правильное русло, да, так называемая здоровая агрессия для достижений, это может даже стать таким каким-то мотиватором. Но если нет этой возможности, умения разделять и контролировать, понимать себя, свои чувства, эмоции и делать осознанный выбор, то здесь больше вот пробуждение вот этой теневой стороны и как ее бесконтрольная власть такая. В общем, запретный плод сладок, да? Ну, в любом случае, это э, сам выбор этой игрушки и желание обладать этим предметом, это уже характеризует в человеке определенные черты. То есть это определенный склад и тип человека. Точно легко возбудимые, которых можно разжечь, как вот, да, лидер какой-то стоит на трибуне и вещает, и вот что-то, да, поджигает вот этот огонь, и люди как бы, да, на эту волну настраиваются, соглашаются, вот качаются, и вот это огонь поднимается а, внутри, и уже готовность а, следовать и отдавать дань этому лидеру или дань вот этим новым веяниям, новым ценностям. Вообще, как бы стирание граней, да, когда а, игрушки уже могут быть вот такими, как бы, м, когда уже не родитель, получается, как имеет не власть, а Влияние. влияние на ребенка и рассказывает ему о ценностях и как
взаимодействовать с миром и теми или иными людьми, ситуациями, а вот создатель этого, он тоже сам немножко такой вот, ну, как будто вообще полярности меняются. То есть вот то, что интересы меняются. И то, что было ненормальным и для части людей остается таким, часть людей это осуждает, не понимает, не принимает. А для довольно большого процента это становится нормой, так же, как и другие вещи, которые происходят. Какое эхо из детства откликается во взрослых при виде этой куклы? Это и есть вот это пробуждение а, той подавленной части Мгм. детской, которой нельзя было проявляться. То есть у человека есть большой спектр эмоций, и нет плохих и хороших эмоций. И только родители или важные фигуры, которые э, находятся рядом в момент взросления ребенка, они как бы через призму своих ценностей показывают ребенку этот мир, и каким он является, и какие выборы можно делать, как обходиться со своими эмоциями. То А есть де- ребенок из взрослого реагирует как обычный ребенок, да? да, детская часть реагирует, естественно. А, ну, мы все так реагируем. Вот это наша творческая часть, такая фантазийная, безрассудная. Это и есть наша детская часть, наш ребенок, который уже э, также имеет, ну, так скажем, взрослые задатки и взрослые выборы и ведет взрослую жизнь. Все равно эта часть остается. И э, также важно, чем эту часть напитывать. И вот такого рода игрушки, они, ну, опять же, да, для кого-то это может пробуждать ну, что-то такое огненное, творческое, энергию для свершений. А также может пробуждать какие-то другие, ну, такую некую кровожадность, что ли, когда в детстве было нельзя, а сейчас я уже не ребенок, и мне можно. Какое загадочное существо шепчется в ее форме? Не совсем понятен вопрос. Напоминает ли форма какое-то существо? М, Честно говоря, я не совсем знаю форму, но вот первое, что пришло, во-первых, ассоциация была такая советская игрушка Чебурашка. Вот ассоциация с этим, да, как прототипом. Но вот если брать проявление и характер, если бы у этой куклы был характер, то это ну, вот что-то такое, тролль какой-то. Такой маленький злобный тролль, на первый взгляд не вызывающий опасности и э, усыпляющий бдительность, а с другой стороны, который в любой момент может неизвестно как проявиться и уколоть, да, в какую сторону. Что за тайна в ее безглазой улыбке?
нет никаких тайн. Это каждый сам для себя находит смысл, глядя на эту куклу, и у каждого она пробуждает что-то свое. Или Ну, извлекает? ну, когда это пробуждается, оно и извлекается, выходит наружу, Мгм. вовне. То есть это как помощник вот выходу вот этих эмоций таких ярких, иногда жестких, иногда таких, когда очень страшно, но очень интересно. И вот на грани теряется вот эта грань между а, опасностью и интересом, и тем, что за этим может следовать. И те, кто не задумывается и не придает большого внимания, как бы, да, как будто бы нет никаких последствий у контакта с этой игрушкой. Вот это вот больше про таких людей, которые вот могут идти на поводу настроений масс и, ну, отчасти какая-то такая некая зависимость появляется и ощущается, что вот за этим хочется, жажда появляется и голод, а, ну, эмоциональный, и все, что за этим стоит, то есть желание обладать чем-то большим, и вот, ну, что-то такое появляется, м, как вот заполучить все больше и больше, вот такой пробуждается аппетит очень такой непосильный, когда хочется все съесть, все присвоить, ну, съесть в плане не еды, предметов, которые нас окружают, хочется вот больше вот это такое Потребительских, да? потребительство, да, да. Какой сакральный знак скрыт в ее рисунке? А какой там рисунок? Я не знаю, А что потому ты называешь рисунком? И не совсем понятен нечто, вопрос. что придает ей какую-то загадку, какой-то образ невидимый, какой-то... Исследуй. Ну, появляется что-то такое, как будто это ну, не передатчик прям, а прибор, как, который накапливает, как вот собирает. То есть такой, как контейнер. Вот. Мгм. Да. Такой небольшой контейнер, который всегда, Архиватор, да, какой-то? можно и так сказать. Собирает что? Ну, вот энергию какую-то, вот эту жизненную силу, ж- живость вот эту. Ну, это такая как бы большая необузданная сила, которая есть в каждом человеке, а, как, как двигатель, движок, топливо. М. То есть она все больше и больше внимания к себе требует, и вся детская энергия туда направлена? Ну, нельзя.
Я бы так не разделяла, детская или взрослая. Это просто энергия, Мгм. которая есть, которая проходит через нас и через все пространство, которое нас окружает. Но это то, что как выделено для конкретного человека, его энергоемкость. И это как, ну, такой, ну, не знаю, прибор, контейнер, который, Мгм. когда наша энергоемкость выбрасывает а, энергию, да, вот эти импульсы, она как ну, забирает, контейнирует. Мгм. А посмотри на счете 3. Куда в дальнейшем эти контейнер девается? Куда он перемещается? Один, два, три. Это отчасти связано с производством, с создателями. Это м, как будто бы некий контакт с какими-то темными силами, которые и вдохновили создателя на это, и позволили такую массовость, такой масштаб. То есть как, да, как называется, некий контракт с темными силами для м, обогащения, то есть для эм, создателя и людей, которые сопричастны с этим, которые занимаются распространением, они получают довольно такую хорошую прибыль, да, по цепочке, конечно. Самый большой куш получает тот, кто стоит на вершине этой цепочки, и как раз он и заключил этот главный контракт на то, что а, он получает материальный, а, то есть очень важно материальное, да, и совсем не важно другая составляющая, посыл этого продукта. А те, кто с другой стороны дали такую власть и позволили это все так, этому так быстро распространиться, вот прям как, да, вот как бы есть вершина, и вот такие как каналы, прям такое все распространение, они как Сеть. раз, да, вот для них как раз важна вот та эмоциональная составляющая и те импульсы, которые излучает человек при контакте с этой игрушкой. А посмотри на счете 3. У кого этот замысел зародился в первый раз? Один, два, три. Это как будто очередная попытка м, вот темных, да, как очередной инструмент и, можно сказать, такое оружие, которое ну, вот зарождает зерно и что-то меняется потом. То есть возможность менять ценности, и каждое следующее поколение, оно уже ну, видоизменяется, трансформируется, забывает о тех ценностях, которыми пользовались предки. Для некоторых это сразу становится неважным. Это как разделение, отделение и свой отдельный мир. И неважно, что думает родитель по поводу этой игрушки. Уже доходит до таких моментов, что ребенок настолько а, изощренно может проявляться и, ну, так скажем, требовать, да, проявлять те качества, настойчивость, чтобы заполучить эту игрушку. А со взрослыми это уже
когда, да, вот, когда человек имеет некую власть и позволение, ну, в каком-то своем маленьком мирке нарушать вот эти концепции, вот эти ценности. То есть он уже вот как выбор такой делает в пользу этих ценностей. Не знаю, как вот еще сформулировать. И это, ну, одно из влияний на сознание и удержание в нужной колее, так скажем, поддержание вот этого настроения, вот этих волнений, вот этого огня, которое находится внутри каждого из нас, которое предназначено только для нас, для нашей реализации, для нашего пути. Идет вот такое, как ну, некий забор, чтобы забор этой энергии, чтобы уже как была связь не с самим собой, да, вот как вот уходит туда эта энергия, и уже ну, как будто не я есть центр своей вселенной, а вот центр, он уже где-то в другом месте. Через эту куклу куда-то. Да, но это не самое главное, не самое важное, но если исследовать конкретно эту позицию, то да, это один из многих способов, в том числе влияние на настроение, на массы, на ам, мнение. То есть не на всех, конечно, но вот а, тех, у кого возможно, они попадаются в эту ловушку. У них это прям резонирует, то есть вот этот огонь, когда они смотрят, и вот это желание, зачем, а что это даст, что за этим стоит. То есть это такие мысли даже не приходят, не формируются, то есть просто появляется как вот это желание обладать. И, соответственно, когда да, также можно распространять это желание на все что угодно, да, и даже на человеческую жизнь. Какую запретную часть освобождает Лабубу обладателя? Мы уже об этом говорили. Это та часть, которая поначалу нам невидима, когда мы рождаемся. То есть наша вторая часть, которую общество называет, ну, так скажем, темной частью, и вот это разделение, специальное разделение на черное и белое, на то, что это хорошо, а это плохо, и проявлять вот такие эмоции это плохо, потому что м, да, это может привести к каким-то таким последствиям, и дальше уже у каждого своя история. И вот не у всех есть возможность с этой частью познакомиться, приблизиться к ней, узнать ее, понять ее и принять в какой-то степени. И поэтому большинство из нас старается эту часть из себя как отчленить, искоренить, выбросить или затолкать куда поглубже, спрятать, чтобы она была не видна. Вот как раз идет борьба за эту часть. И у людей, которые не имеют доступ ко всему своему ресурсу и разделили, располовинили свой ресурс на черное и белое, а, и задача это присвоить все это себе и пользоваться этим в полной мере.
Но когда идет вот это разделение, с детства у нас разделение: так хорошо, так плохо, так можно, так нельзя, это выгодно, невыгодно, за это накажут, то вот эта часть, она как бы отделяется и становится, ну, бесхозной. Но это также наша энергия, наша мощная сила, э, которая нам тоже очень многое дает. И вот как раз и идет, то есть ту часть, которая у нас проявлена и с которой мы хорошо знакомы, эм, к ней сложнее подключиться. А вот то, что вызывает боли много, агрессии, непонимания, обиды, зависти, ну вот все, что нам преподносится как что-то ужасное, вот к этой части очень легко подключаться, когда она м, как брошена нами, показывает, да, такое разделение. Какую невидимую слезу детства она осушает? А кто осушает? Игрушка. Она как будто, с одной стороны, дает право легализовать вот это все Мгм. темное, опять же, да, темное по мнению человека, э, по заключению ума. Темное то, что а, человек в себе подавил, похоронил, спрятал там, где было много запретов и много эмоций. Есть возможность это все как всему этому подняться на поверхность. Но как оно будет проявляться во внешний мир, это уже зависит от того, насколько человек осознанный, в какой стадии развития он находится. Какие потерянные истории человечества она воспроизводит через игру? Непонятен вопрос. Если брать это, если это все про одно и то же, Мгм. вопрос схож с предыдущим, то Ну, и я расширил да, на это уровне то же самое. коллективного. Все то же самое. Не бывает такого, что м, я внутри себя чувствую одно, а во внешний мир излучаю что-то другое. Так не бывает. И как бы человек не пытался скрыть то, что ему хочется скрыть и надеть какие-то другие маски, на энергетическом уровне это все чувствуется. И если брать большие масштабы одного человека к большему количеству, то это про те же самые эмоции, только в большем масштабе. То есть все вот это объединяет всех. Все вот это всех, вот это что? Это какое-то коллективное уже создается объединение. Ну, все то же самое, вся эта часть разделенная, отделенная, просто в масштабах. И если все это сложить, да, можно объединять, можно не объединять, но в любом случае а, мы живем в обществе и в коллективе, и так или иначе, если мы не изолированы, не ушли в отшельничество, мы имеем контакт с разными людьми, и, конечно же, это все при контакте соприкасается, как-то проигрывается. То есть создался новый эгрегор. Можно и так сказать.
Когда запускалось это производство, в этот момент, да, создался новый эгрегор, иначе это не получило бы такого масштаба. То есть у этого, э, ну, так скажем, получено разрешение от высших структур, которые этому способствуют. Зачастую предприниматели обращаются к другим структурам не на физическом уровне, чтобы решить те или иные задачи, м, чтобы увеличить масштаб производства и реализацию. То есть это, да, уже такие отдельные большие эгрегоры, которые ну, что-то получают и что-то за это отдают по контракту. Обладание этой игрушки уже автоматически приводит к подписи определенного контракта. Можно и так сказать. Это некая сопричастность и разрешение на забор вот этой энергии. Мгм. Это не как бы эм, как будто бы есть такое понятие, что одна маленькая игрушка довольно безобидная, пусть даже такая вот странно изображенная, не может принести вреда. Но это когда в массовом масштабе это все, ну, как телефон, вот приходит такая аналогия. Но это ну, временное такое явление, как, как вспышка, которая не будет долго гореть. Она будет видоизменяться, то есть будет приходить что-то ну, более такое Изощренные. изощренное, да. Какую пищу для мечты она тайно передает обладателям? Вот идет такое, как вседозволенность и власть. Но это вот идет про доступ к силе. То есть это как, можно сказать, оберег какой-то такой, Мгм, который мгм. отпугивает злых собак. Вот такая аналогия пришла. М. Потому что как бы та личность, которая обладает, она тоже может быть проявляться не хуже. Это такое, как табличка «Осторожно, во дворе злая собака». Какое слово сердце шепчут все дети через нее? Я не понимаю вопрос. Есть ли какая-то часть души, которая сопротивляется этой кукле? Да, конечно, есть части. Если брать то разделение, к которому нас вели все это время, пока человечество развивалось, та часть, которую мы называем светлой, хотя все наши части, они наши и все хорошие. Эта часть, она, да, может сопротивляться. И даже не сопротивляться, а устоять перед соблазном, перед этим желанием таким безрассудным, необдуманным. Ей просто это не нужно, это просто резонирует на какой-то другой частоте. А, Ну, мы можем просто смотреть на эту игрушку и
ну, что-то думать о ней, но никак с ней не соприкасаться, и желание ей обладать не возникает. То есть это тоже такой момент показательный. Но что кричит сердце, когда вот оно не хочет? Что хочет сообщить сознанию? Какие сигналы подает, Мгм. чтобы распознать? Да. Ну, это просто выстраивается какой-то барьер, забор, и ам, ну, как совершенно другие импульсы, вот как аппетит, он либо возникает при взгляде на то или Либо э, подавляется, да, ну, аппетит, желание, эмоция обладать. ну, это другая категория. Если брать про категорию, которая не соприкасается с этой игрушкой, и она не резонирует на этой частоте, то здесь просто не возникает, м, как нет никакого родства, и соединиться с ней не хочется. А те люди, у которых есть это желание, но оно подавляется, потому что нет возможности с этим соприкасаться, но есть возможность смотреть, например, через экран на эту игрушку, но это желание остается либо смотреть на витрине, или как соприкасаться, частично контактировать с игрушкой через другого обладателя. То есть здесь, да, такое желание может подавляться. То есть вот э, колебания этих импульсов. Какую высшую тайну хорошего настроения знает только Лабубу? Я отвечу так, как я понимаю вопрос. Нет, ну как бы вот такая аналогия пришла, как открывается э, коробочка, и там лежит таблетка. Это и есть эта тайна, да, которая при э, контакте, только при контакте ты можешь узнать и, ну, как бы раскрыть эту тайну, э, свою тайну. А у каждого Мгм. человека она своя. То есть у каждого человека при контакте поднимается что-то свое. Есть что-то схожее, но также есть и различия. И как это проявляется, это уже все в индивидуальном порядке. Таблетка-крючок. Да. Ну, да, это такая, как фигура речи, можно так сказать. Мгм. То есть это то, что когда этот контакт происходит, вот это ожидание, предвкушение, вот это все нарастание вот этого возбуждения, если человек ждет этот контакт. Если это какой-то внезапный контакт в виде сюрприза, то это тоже вызывает а, ну, разные эмоции. У кого-то откликается, у кого-то нет. То есть, Хорошо. Яра. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы подключились. Один, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения для каждого из нас. Один, 2, 3. А сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненной
энергии. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем твоем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Мгм. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Яре, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательным к открытым и к тайнам, которые может раскрыть наш ум. Желаем вам внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.